Привет, армия! Недавно многие подписчики Тэхёна заметили интересную вещь. Чингук появился в том же наряде, в котором он ходил по магазинам с Тэхёном. Некоторым эта деталь может показаться незначительной, однако те, кто следит за ним годами, знают, что подобные совпадения случаются часто. Это не первый раз, когда они делят одежду, бренды или стили. Когда их видят вместе на прогулке, становится ясно, что им нравится выбирать вещи, которые дополняют друг друга. Дело не только в том, чтобы носить что-то похожее, они словно тщательно продумывали, как будут выглядеть вместе. Цвета, фасоны и даже бренды, кажется, подобраны осознанно. С тех пор, каждый раз, когда они надевают одинаковые наряды, становится ясно, что в них есть что-то особенное, выходящее за рамки того, что бросается в глаза. В недавней прямой трансляции Чингука произошло нечто похожее. Во время непринужденной беседы некоторые заметили, что стул, на котором он сидел, был практически таким же, как у Тэхёна. Это может показаться простым предметом, но для тех, кто внимательно следит за историей Тхэкука, такая деталь имеет особое значение. Дело не только в стиле, речь идет о поддержании отношений, которые отражаются в повседневных вещах. Подобные знаки, хотя и кажутся незначительными, повторяются снова и снова. Одежда, аксессуары, мебель – у всего есть что-то общее, как будто они пытаются оставаться связанными, даже когда находятся в разных местах. И хотя об этом не говорится напрямую, это повторение говорит само за себя. Годами некоторые отвергали отношения Тхэкука как простое совпадение или результат умысла, но те, кто внимательно наблюдает, знают, их естественность опровергает это предположение, есть взгляды, улыбки и жесты, которые слишком реальны, чтобы быть фальшивыми. Каждый раз, когда Чингук надевает что-то, напоминающее о моменте с Тэхёном, он молча пробуждает эти воспоминания. Иногда это рубашка, иногда аксессуар или даже тот же самый предмет, но всегда есть общая нить, которая их объединяет. Для фанатов эта невидимая нить подтверждает их нерушимую связь. Удивительно то, что независимо от того, сколько времени прошло или насколько они заняты, всегда есть какая-то деталь, которая их снова объединяет. Это может быть какое-то мероприятие, видео или простой предмет, появившийся случайно. И хотя некоторые могут не обращать на это внимания, для тех, кто верит в эту историю, каждая деталь сливается в единое целое. Разговоры о Тэхёне и Чингуке – это не просто досужие слухи, речь идет о том, как два человека показывают, каждый по-своему, свою связь. Они делают это простыми жестами, кажущимися спонтанными решениями и неожиданными моментами. Вот почему их связь так реальна, она не нуждается в объяснениях, она самоочевидна. Недавно фандом снова взбудоражила одна тема. Все началось с того, что женщина в ТикТок заявила, что видела Тэхёна, Чингука и Джей Хоупа в Лос-Анджелесе. Она даже заявила, что у нее есть видео этого момента, и пообещала выложить его где-то в день рождения Чингука. Естественно, многие обратили на это внимание, видеть участников в неофициальных мероприятий всегда возбуждает любопытство. День настал, как и было обещано, она выложила видео. Однако после его публикации возникло кое-что подозрительное. Был виден четкий монтаж видео. Чингук и Джей Хоуп садились в машину, в то время как Тэхён уже сидел внутри. Но на опубликованных кадрах он исчез, монтаж был настолько очевиден. Как ни странно, решение не имело смысла, и Тэхён и Джей Хоуп ранее делились фотографиями и видео, на которых они вместе ходят по магазинам. Так почему же эта часть была удалена? Многие пришли к выводу, девушка просто искала внимания, лайков и подписчиков. Среди всего этого фанаты, которые поддерживали Тэхёна, заметили одну и ту же закономерность. Каждый раз, когда Тэхёна и Чингука видели вместе, кто-то пытался стереть или минимизировать это. В данном случае присутствие Тэхёна было стерто, а хуже всего было то, что этот момент был представлен так, будто речь идет исключительно о Чингуке и Джей Хоупе. Такое поведение было воспринято как отвратительное не потому, что они не были важны, а потому, что манипулирование фактами было проявлением неуважения. Многие отметили, девушка на самом деле поддерживала Джей Хоупа, именно поэтому она решила удалить Тэхёна, хотя она и делала вид, что поддерживает группу, и ее действия говорили об обратном. Настоящие фанаты не удаляют, они не делятся, они просто наслаждаются тем, что делятся участники, не меняя ничего. Рекомендация ясна: не давать место таким аккаунтам, сообщайте о них в ТикТок и Твиттер. В конечном счете, такие люди стремятся лишь распространять ненависть.
они не приносят ничего позитивного сообществу. Правда в том, что как бы ни старались это скрыть, моменты между Тэхёном и Чингуком все еще существуют. Им не нужно искать далеко, годами у них были общие моменты, прогулки, путешествия и воспоминания, запечатленные на видео, фотографиях и даже в прямых трансляциях. То, что произошло в Лос-Анджелесе, было просто неудачной попыткой манипуляции, потому что, если бы Тэхён и Чингук ходили по магазинам с Джей Хоупом, они бы сами это показали, в этом и разница. То, что они разделяют, искренне, в то время как то, что другие пытаются скрыть, становится еще более очевидным. Этот случай лишь подтверждает то, что многие уже знают. В фандоме всегда найдутся те, кто попытается разделить, но всегда найдутся и те, кто это разоблачит и остановит. Как бы они ни пытались стереть это, Тэхёна и Чингука все еще видят вместе, потому что они сами выбрали это, вот что важно. В бесчисленных видео с Тэхёном и Чингуком всегда проступает одно: дело не только в их физической близости или в том, как часто они находятся рядом, дело в том, как они двигаются вместе, как будто существует ритм, понятный только им, как будто их связывает невидимая нить. Появляясь на публике, в окружении людей или перед камерой, они никогда не теряют эту связь. Они ведут себя естественно, как будто все вокруг них исчезает на несколько секунд. Иногда достаточно одного движения, протянутой руки, и другая тут же отвечает. Если Чингук идет вперед, Тэхён следует за ним, и наоборот. Эта координация не отработана, это часть того, что их связывает уже давно. На некоторых кадрах видно, как они ищут взгляды друг друга, как они улавливают малейшие жесты, которые не замечают другие, им не нужны слова, чтобы понять друг друга. Именно такие детали заставляют многих в фандоме распознать в них Тэхёна и Чингука, признание их вездесущего единства, хотя некоторые пытаются преуменьшить его. Однако другие пытаются изменить повествование, как в случае с коротким видео, которое просто показывает, как Чингук и Джей Хоуп садятся в машину. Но удаление Тэхёна создает дискомфорт, не из-за присутствия Джей Хоупа, а потому, что манипуляция явно преднамеренная. Если кто-то утверждает, что является фанатом, удалять Тэхёна нет смысла, не говоря уже о том, чтобы использовать это для подкрепления другого нарратива. Несколько подписчиков согласны, этот человек не ведет себя как настоящий фанат, даже если пытается так казаться. Настоящие фанаты поддерживают всех участников, уважают реальность и не манипулируют моментами. Связь между Тэхёном и Чингуком была замечена неоднократно. Она гораздо яснее без необходимости манипулятивных доказательств. Просто посмотрите, как они ведут себя в различных контекстах, от групповых мероприятий до повседневной жизни. Это не спланированная сцена, это не надуманный жест. То, что они раскрывают, кроется в мелких деталях, взглядах, привычках, движениях, которые отражают друг друга. Хотя некоторые это отрицают, каждое событие только добавляет доказательств. Это не изолированный момент, это повторяющаяся закономерность. Эту связь не нужно объяснять речами или разъяснениями, она присутствует в том, как они сопровождают друг друга, в молчаливом понимании, которое не нужно скрывать. Когда Чингук улыбается определенным образом, Тэхён отвечает. Когда Тэхён меняет свое отношение, Чингук реагирует почти не задумываясь. Это было похоже на неотрепетированную хореографию, все лилось естественно. Те, кто следит за Тэхёном, знают, что эти отношения не зависят от того, что другие хотят показать или убрать. Неважно, если кто-то обрезает видео или отвлекает, в конце концов, остается то, чем они поделились. Настоящие моменты, простые, постоянные, даже среди множества людей. Всегда есть момент, когда они сближаются, не потому, что они хотят, чтобы их замечали, а потому, что именно так они взаимодействуют. Именно этот шаблон, многократно повторяющийся, и есть причина того, почему их близость кажется такой реальной. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders.